Просто. И тут, значит, нужно было это манифест. Манифест, пойдемте на войну. Заколем волку. Я начну без вступительных слов, потому что это очень щекотливая для меня тема. Кто мы? Ну вот я, например, вот сейчас, что я делаю? Я вас развлекаю. Правильно? Что делает любая группа, любая исполнительница или исполнитель, которого вы слушаете? Он вас развлекает. Мы есть шуты. Мы есть те, кто приносит вам наслаждение, которое развлекает вас. В нашем чудесном Отечестве, к моему большому сожалению, к таким, как мы, относятся весьма примитивно. Большинство людей считают нас не шутами, а какими-то клоунами. В чем разница между шутом и клоуном? Дело в том, что шут — это был придворный человек, который, да, развлекал знать, но он был практически его правой рукой или человеком-советником это был. Клоун же — это просто в цирке, которого пинают под задницу, извиняюсь. Вот, собственно, наше Отечество в большинстве своем воспринимает нас именно как клоунами. Это очень печально, потому что из-за этого менталитета, из-за этого уровня сознания людей, в принципе, все то, что творится в отечественном шоу-бизнесе, или, в принципе, ребята, которые хотят чего-то внести свое позитивное через свое творчество, как-то выразить себя через музыку, через видео, через, я не знаю, живопись, театр, они все сталкиваются с какой-то неоднозначной реакцией, типа артист, да? А когда у тебя будет другая нормальная профессия? Ну, честно говоря, это очень больно и неприятно, правда. Вот, и, собственно, из-за этого какое, значит, отношение? Такая же и отдача. Получается, значит, нас пинают, нас засирают, ну и окей, вот вам говно. Окей, вот вам оберточка, вы же хотите, вам же главное, чтобы была мишура, посыпь блески на горку, иди танцевать. Окей, и вот вам говно. И, в принципе, весь отечественный контент — это полнейший отстой. Я почему говорю отстой? Ну, конечно, есть разные люди, есть разные вкусы, есть всякая там такая вот шебутня, это все великолепно, супер потрясающе. Но в целом, если мы говорим об историческом значении, о каком-то нравственном, потому что музыка должна поучать, любой вид творчества он должен поучать, он должен раскрывать душу, он должен помогать, воздействовать психологически, не столько зомбировать, а в принципе нам помогать. Мы должны слушать. Вот почему, например, мы слушаем Земфиру, да, когда нам как-то плохо, когда нам как-то грустно. И у нас ощущение, как будто у нас через наушники идет диалог, она нас понимает, и мы ее понимаем, и, может быть, мы даже какие-то ответы находим. Это потому что человек вкладывает туда свою душу, потому что человек вкладывает туда свои переживания, она к чему-то стремится и как бы делится. Это живо, и поэтому это срабатывает. В большинстве своем, если мы послушаем весь остальной контент, это просто какой-то нелепый набор слов, звуков, непонятно чего, к чему адресовано, и самое главное, еще, если ты, не дай бог, посмотришь на них визуально, в смысле, я имею в виду, ну, концерт, клипы я не говорю, потому что клипы снимаются в Украине, клипы в Украине снимают отличные, или украинские режиссеры снимают отличные клипы, и как бы там все хорошо, вот, а у нас же, получается, если это какой-то концерт, то это просто так, в смысле, вот Советский Союз как бы закончился, мировая как-то тенденция, они куда-то деются, они как-то развиваются, а у нас получается, что мы застряли где-то между, в этом переходном периоде, и нам же как бы круто в этом вот говнянском болоте сидеть, тепло, уютно, мягко, вот, зачем нам оттуда вылезать? Я не могу, меня это очень просто раздражает до глубины души, конечно. Вот, ну, просто, вот, например, вот у меня как-то был спор с этим человеком, он мне говорил, ну вот, надо, значит, писать песни о любви, вот они же вот как бы любви такие, ну вот мы же любим, там это самое главное. Да, безусловно, любовь — это самое главное, это действительно в принципе, любая песня на этой планете написана о любви. Просто любовь, она бывает разная. Черные, белые, красные. Бывает к родине, она бывает к мальчику, она бывает к девочке, она бывает к маме, к папе, к щенку, к кому угодно, к еде даже, но это любовь, это очень круто. Есть момент, как ты к этому относишься. Если ты относишься к этому с открытой душой, что-то несешь светлое, то это классно. Но если ты пропагандируешь в своих песнях что-то не весь вообще что, либо полную деградацию мозгов, вы меня, конечно, простите. По-русски поют многие, да, ну, я имею в виду, что большая страна, поют по-русски также украинцы. Я уже говорила про Украину. Вот, значит, скажу еще.
Значит, украинцы поют по-русски, и они поют намного качественнее, чем наши какие-то вот отечественные ребята. Почему? Да потому что у них как-то, вот знаете, вот они поют как-то вот, 3 ноты, но эти ноты как-то трогают. Это все подкреплено как-то очень каким-то качественным саундом, каким-то качественным звуком. И это приятно слушать. Они прекрасно выглядят внешне, ими приятно любоваться. И наши, значит, псевдоартисты, которые типа вкладывают туда смысл. Типа, потому что у нас сейчас все, что у нас сейчас делается, это такой упорно мы, значит, сидим такие, был же Пушкин, было же куча классных там текстов, вот нам нужно такой же текст создать, и вот, значит, его туда, этот смысл мне туда, значит, заложить, и как бы вот и тогда, значит, что-нибудь будет. Зачем? Вот для кого это все нужно? Ну вот объясните мне, почему елка может петь на воздушном шаре песню, и все хорошо, и как бы позитивно, и так весело, и как-то так вот, и для всех, и для старых млад. Почему у нас какие-то там исполнители, типа вот, я очень не хочу об этом говорить, но Юля Волкова. Значит, я считаю, что самый лучший в России проект был группа Тату. Вы меня можете сейчас пинать, но это самый и единственный проект, который добился на Западе, да ничего, во всем мире успеха. Это был гениальный продюсерский проект. И здесь дело, понимаете, здесь даже дело не в какой-то, как это сказать, скандале, провокации, да. Здесь даже не в этом дело. Здесь дело в том, что все было настолько высчитано. И вот если, понимаете, если вот пелось об этом, о розовом, вот оно пелось о розовом, это розовое показывалось, это по розовому думалось и о розовом делалось, понимаете? То есть все было настолько как бы компонентски, и было все так в точечку. Несколько лет назад группа Тату распалась. И обе солистки вдруг начали петь сольно. Это абсолютно было как бы логично, ожидаемо. Но если Лену Катину как бы можно еще послушать, просто потому что она как бы делает это как-то качественно, она как-то вкладывает туда свою душу, это как-то, как-то интимно даже немного. Ничего сверхъестественного, но это как-то интимно. Юля Волкова, вы меня извините, я очень люблю Юлю Волкову, правда, это для меня в свое время был каким-то таким человеком-открытием. Сейчас я просто не понимаю, как можно петь... Не пея, ну, в смысле, что у человека просто нету голоса, случилось несчастье человеком, да, заделись связки голосовые, гондоны, да, ой, извините, нельзя так говорить, да, наверное, плохие врачи, да, зачем продолжать петь? Хочется, потому что публика требует, я согласна, татуманов очень много, любителей тату, я думаю, они никогда не переведутся, потому что, это как, песня на века. И она как бы нам дает. Что она нам дает? Она нам дает какую-то несуразную белиберду в виде гигантских просто философских мыслей, или как бы, я даже не знаю, какой-то набор вот таких вот нот, и мы, значит, набираем туда еще 4 человека бэк-вокалисток, чтобы они за нас пели. Вы меня, конечно, извините, но это очень странно. Последняя песня Юли Волковой называется «Спасите люди мир». Хорошая песня. Как бы смысл есть, да, в песне. Есть в песне как бы какой-то посыл. Вопрос, а куда? Давайте разберем так. Юля Волкова, проект поп-музыки. Какая у нее аудитория? Новую аудиторию она не может себе занять, правильно? Это логично. То есть, соответственно, она базируется на тех, кто слушал Тату когда-то, и вот сейчас он вырос. Так, если можно сказать, подрос. Эти слушатели выросли вместе с Волковой, и она как бы дает им контент. Этот контент как бы типа философский. Это философский разговор о войне. Потому что как бы, если вы послушаете, то песня как бы о войне. Вы понимаете, о какой войне. Значит, человек поет про детей, которых не надо там, трогать, бомбить, вот это все, что подумайте о будущем поколении. Угу. Хорошо. Подумайте о будущем поколении. В латексе. Я не против. Окей, я абсолютно не против. Латекс, я люблю латекс. А дети война, латекс, БДСМ, Украина. Угу, дети Украины в латексе, БДСМ. Что дальше? Мы поем это все очень прокуренным голосом. Начни ты петь шансон. Почему нет? Почему нет? Это же тоже музыка, это тоже есть определенный контингент. И самое главное, те самые зрители и слушатели, которые выросли с тобой вместе, они будут тебя слушать, потому что сейчас все нравится шансон. Вот давайте сравним самую популярную сейчас песню, которую я, например, постоянно слушаю. Наверное, потому что «Время и стекло». И вот эта песня Юлии Волковой.
Но вот там, да, ничего сверхъестественного, никакой безумной философии. Все очень просто, все очень это. Но почему оно мне цепляет, а вот это нет? Да я вам объясню, да потому что там люди просто захотели, ну, повеселиться, что-то, о чем-то светлом спеть. А здесь человек поет о негативе. То есть, как бы, нам не дают, в нашем отечестве не дают возможности петь о чем-то безумно каком-то легком, потому что у нас очень сейчас нелегкие времена, у нас очень большой такой, знаете, гнет, и вот мы собираемся об этом петь. Я очень настоятельно рекомендую, ребята, не подавайте такого примера, не берите с этого примера. Будьте светлее, будьте позитивнее, будьте как-то, я не знаю, ну, проще, что ли, потому что, ну, к этому все тянется, потому что у нас и так все настолько мрачно, и в целом все так настолько темно, что как-то хочется какого-то света. Я очень верю в людей, в любом их случае. И я очень надеюсь, что все-таки однажды произойдет гигантская перемена, и мы вернем какое-то былое величие и сможем как-то сосуществовать с каким-то светом. Об этой теме можно говорить бесконечно. Ну, я могу об этом говорить просто целыми днями. Мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, кто вам нравится больше, Юля Волкова или «Время и стекло». Только я конкретно говорю про Юлю Волкову, а не группу Тату. Юля Волкова или «Время и стекло». Также смотрите ролики и не забывайте подписываться.